Финал мажора в Остине уже совсем близко, а значит, скоро нас ожидают новые обновления в штатном режиме от разработчиков. Ну а мы же с вами пробежимся по новостям и новым утечкам будущих обновлений. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Нечем похвастаться перед одногруппниками или одноклассниками? Тогда бегом на Hellstore выигрывать топовые скины. И на выбор у вас несколько режимов. А это классик, где закидываешь скины в общак, и чем больше закинешь, тем выше шанс выигрыша. Или всеми любимый Coin Flip, где ты 1 на 1 сражаешься за право забрать весь куш. Или колесо, где выбиваешь значение и ждешь победного прокрута. И новиночка Crash, в котором делаешь ставку, если линия прошла твое значение, ты в шоколаде. Ну а если не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также, выполняя несложные задания, можно забрать приз дня. А при пополнении, если используешь мой промокод, то получишь $2 на баланс. Ну что же, в очередной раз наша с вами интуиция попросту дала полизать свои яйца. Конечно, и раньше такое было, что все прогнозы мажора могли пойти по одному месту. Но что-то в этот раз прям какой-то невообразимый прикол случился. И в итоге в финале мы увидим, как сразятся монголы против Vitality, с чем я их и поздравляю. Ведь куда интереснее смотреть турнир, когда он непредсказуемый. Но вернемся как раз таки к предсказуемым вещам. В прошлый раз мы обсуждали, какая карта в зоне риска на вылет из основного пула. Что ж, практически ничего не изменилось. Самая непопулярная карта остается Трейн. Но ее, скорее всего, как и говорил ранее, вряд ли кто-то будет убирать. А если и уберут, то я сильно так удивлюсь. Ведь как потом байтить в премьере на любимую карту, оставляя перед противником Трейн? Ведь ее никто не пикает. Вторая по непопулярности карта остается Анубис. И даже если ее пикнут в финале, то перед разработчиками будет выбор между Эншентом и, разумеется, Анубисом. Ну а там, ребята, поглядим, посмотрим. В любом случае, я буду рад любому выбору, так как данные карты мне попросту не заходят. Ну а в новом сезоне хочется интересного разнообразия как-никак. Ну а теперь, наконец-таки, к новостям, которые плавно перетекают в утечки и слухи. Наверняка вы помните такой режим, как ретейк, который появился в одной из операций CSGO и, разумеется, пропал с приходом CS2. Однако появлялись разные утечки в файлах игры о данном режиме и о его возвращении, особенно после релиза гонки вооружения. Даже более того, некоторые карты уже имеют подстройку под ретейк. Ну а финальной точкой стало появление таких элементов в последней официальной карте от разработчиков. Я имею в виду, конечно же, Трейн. Однако есть вероятность, что ретейк вернется к нам не совсем в привычном формате, а лишь обычной поднастройкой для тренировки с товарищами, наподобие тренировки гранат. Да, вы все верно подумали, это может быть реальностью. Но существует, конечно же, и второй вариант. Мы можем получить новый переосмысленный полноценный ретейк совместно с ее поднастройкой в тренировочном режиме. Ведь разработчикам как-никак нужно обновлять список еженедельных миссий. Но на вашем бы месте я все равно готовился бы к худшему. Вторая же утечка касается того, что разработчики обдумывают, как вернуть внутреннюю подписку в игре. Кто не в курсе, ранее данная подписка именовалась как CSGO 360 и давала доступ к вашей статистике в реальном времени. Однако, как вы понимаете, вектор у разработчиков немного повернулся, и у нас появились медальки сезонов, которые хранят в себе также статистику. Отчего немного смысл данной подписки пропадает. Однако разработчики равняются как-никак на Faceit, где есть подобные приколы. Так что в будущем нас вполне может ждать новенькая подписка с подбором лучших серверов, онлайн-статистикой и улучшенным античитом. Тем более, что практика уже имеется. Те, кто сравнивал сервера обычного соревновательного и премьера, поймут, о чем идет речь. Ну и конечно же, после мажора разработчикам придется нехило так попотеть, ведь им придется выпустить наклейки победителей, раздать трофеи турнира, закрыть сезон премьера и открыть новый, выпустив при этом новенькие медальки. Так ко всему прочему, наконец-таки запустить в продажу сувенирный кейс с лучшими моментами. А это значит, что помимо того, что нам уже известно, скорее всего в файлах игры просочится что-то действительно интересное и, разумеется, связанное с будущими обновлениями. Отчего ажиотаж к текущим неделям у меня просто бешеный. Тем более, что мне до сих пор любопытно, что же мутят разработчиками с командами колеса чата. Как-никак в последних
этих обновлениях в файлах они добавили новые дополнительные команды, так еще и рабочих, которые можно выбрать в игре. Но иконок к ним не прописали, и у них отсутствует озвучка. Ну а приглашать человека для озвучки только ради пары фраз звучит как бред. Так что, ребята, это могут быть даже новые агенты и новая система команд. Вот именно поэтому я в безумном предвкушении следующих недель. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!